да? Всем привет. Дочь моя, привет, маленькая. Привет, моя маленькая. Пойдем, топ. Так, мы приехали вот в зубную клинику. Сейчас Наташа пойдет зуб свой посмотрит. Сегодня очень сильно похолодало, прям, да? Мама, с маме зубик дикий выдернут, да? Да, скорее всего, удалят зуб Наташа. Она прям волнуется сильно, переживает. Да, Путя. Идем ее посмотрим, сейчас выйдет и расскажет все, как там. Да? И куда пальчик свой суешь? Пальчик куда суешь? В общем, солнышко наше пришло, и конкретно больно. Видно, как она не может терпеть. Страшная боль, разочарование. Ну что, вырвали зуб, вырвали, да? Больнее, чем в Сочи делали? Да? Ну, наш Миша, опытом может. Ё-моё. Но все равно в Сочи там до того они натренированы, и у них там процесс такой где-то. Булька, а твои зубики будем тик-тик-тик делать? Так что, ребята, следите за своими зубами. Конечно, нужно с детства приучать, заставлять детей чистить зубы. Конечно, ходить к зубникам. Не всегда мы это делаем даже в плане профилактики, а когда наступает что-то, понимаете, начинает болеть, какие-то проблемы, тогда мы только идем. То же самое происходит и с врачами. Мы никогда не проходим, не то, что говорим мы никогда, да, редко проходим диагностику. Когда только болит. Да, когда только болит. Поэтому, конечно, нужно время уделять и идти к врачу наблюдаться просто для профилактики. Че, моя булька? Что, сейчас фикс прайс, наверное, да, или куда? Сейчас прям фикс прайс, там нужно зубную пасту, кстати, купить. Видите, поэтому мы уже год не пользуемся пастой, все забываем купить. Поэтому у нее зуба теперь уже и нету, да? Вот, чувствую, и у меня скоро не будет. Че, едем? Бью! Поехали домой. Моя сладкая. В общем, мы поехали, дальше увидимся. Да, буль-буль-буль. Ну и, конечно же, перед тем, как мы поедем, я хотел бы исполнить одну маленькую просьбу одного маленького человечка. У него сегодня день рождения. Это Анжелика. Ей исполняется 9 лет. Она из Липецка. Я ее хочу поздравить. И не только я. Да. Тебя Бимка тоже хочет от всей души поздравить, пожелать тебе счастья, здоровья, расти большой и сильной, умной девочкой, слушайся обязательно маму, и пусть все у вас будет хорошо. Тебе громадный привет. Да, Бимка, передаешь? Она обязательно передает, и Барян тоже присоединяется. В общем, мы погнали. Вот там, доча, много что пошли. Это все твое. Все в твоих руках. Вот эти свечи такие классные, мне так они нравятся. Да. Вот эти вот, они очень классно пахнут. Цена 199. Лера, тебе надо это, да, дочь? И все, мне все надо. Так, давай возьмем все, что нам надо. Давай возьмем ей раскраску. Она же любит какой-нибудь. Что-то бледный. Хотя раскраска должна быть. Из динозавров. Не, с животными какими-нибудь. Не живот, день молодежи, модных подружек. Это наклеивают. Это для взрослых. Угу. Так, все, мы поехали. В прайсе были, в пятерочке были, взяли зубную пасту. Теперь наши зубы будут целые, здоровые. Вот как у меня почти. Тут передние. У меня тоже надо коренные делать, потому что говоришь завтра, и это завтра наступает, как у Натальи, и сегодня приходится удалять зуб. Вот. На самом деле ее зубы в основном это забрала дочь. Вот, это прекрасная, да. Все вы знаете, как, не знаю, мужчины знают или нет, но женщины практически, наверное, все, кто рожал, они знают, что девочки в основном забирают зубы, да, по-моему? Или мальчики тоже? Да и мальчики тоже. Ну, говорят, девочки красоту, да, забирают.
зубы же тоже у тебя красивые, а? Ну так же говорят, да? Девочки красоту, мальчики здоровье или как? Ну, в общем, не важно, да, не то, что забирают, да, там это, мы как бы им отдаем свое, да, нам же не жалко. А потом мы вырастем, они нам будут отдавать, да? Но мы не требуем, вот. Нам много не надо, там, ну, пару мешочков, там, каких-нибудь купюр и как бы все, много не требуем, на самом деле. Погода просто нереально, походу мои слова такие, знаете, они сбываются. Я вот буквально вчера говорил, то, что люди говорили, уже первые заморозки пошли, да. Сегодня ветруга, холодина, я не знаю, градусов сегодня, наверное, 18, да? 18 нет, наверное, чуть больше, да? Но, в общем, все равно ветер такой проникающий, пронизывающий, и поэтому нужно аккуратно одеваться, прям, я вам скажу, я сейчас в шортиках и в такой, вот, ну, надо уже брючки одевать, поэтому, как бы, не это. Кстати, надо было еще в строительный заехать. Так, ну мы продолжим работать. Прихожей. Вот, остановились мы на чем? Повесили мы нашу систему. Вот, соответственно, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать будет те трубы, которые теплого пола будут нам мешать, соответственно, где они переплетаются. Мы их, скорее всего, сейчас погрузим, пониже сделаем. Вот. И зальем стяжечку. Зальем стяжечку и уже начнем спокойно работать. Потом мы уже будем делать разводку всей нашей системы. И уже спокойно после этого мы поставим наш котел напольный, что уже в принципе можно будет запустить отоплением. Отопление, если будет холодно, потому что похолодало нереально. Ну, хотя у нас в том году до конца ноября прям погода шикарная стояла. Я думаю, это временное такое явление. Но все же, если будет холодно, соответственно, нужно будет топить. В общем, много разговаривать не будем, займемся работой. Вам приятных просмотров, будет как всегда интересно. Мы погнали!
Так, ну что у нас? Будем продолжать. Подсыпал я немного отсева, выровнял я полы более-менее. Вот, уже нормально, уже прям все ровненько, хорошо. Бимка, привет. Как дела? Смотри там, не позбивай, хотя они уже все уже засохли. Сейчас чуток их почищу. Кое-какие трубы я вниз погрузил, залью я под стяжку. Это у меня трубы практически не кое-какие, а все трубы, получается, у меня на радиатор отопления, которые идут. Это вот у меня их 4. Я уже, кстати, их подписал. Гардероб, кухня, Тёмы, Леры. Вот, чтобы знать, чтобы отбалансировать, правильно отрегулировать подачу тепла на наши батареи, чтобы знать вообще, где какая батарея. Также и про теплый пол. Вот, все подписано, где зачеркнул там, чуток было неправильно. Здесь все, я их упаковал на евроконуса. Сделал все хорошо, все прекрасно. И получается здесь пару контуров. Вот, что остается? Остается нам сейчас залить это все. Эту нашу стяжечку. Вот, зальем мы ее, нашу красивую. И плавно перейдем на гардеробную комнату. На гардеробную комнату будем улаживать пеноплекс, соответственно, ну, все по стандарту. Сетка, мотать контур. Тут уже у нас будет, получается, остаются два контура теплого пола. Будет пол гардеробной и плавно будет переходить сюда в коридор. В общем, эту площадь нам нужно будет разделить на две части. Ну и, соответственно, зальем везде теплые полы, и нужно будет уже нашу систему монтировать, ставить котел. Вот. Кстати, я вчера поездил, поспрашивал насчет автоматики и прочего. Вот, вроде все есть. Вот, по деньгам тоже вроде терпимо. Сам корпус от котла вот так выглядит, не в хорошем состоянии. Вот, я не думаю, что ввести компрессор, там его как-то красить, в баллончике посмотреть хорошую краску огнеупорную, вот, зачистить его от пыли, от грязи, обезжирить, и я думаю, покрасить будет нормально, прям вообще смотреться. А сам котел вот он его тоже будет, соответственно, тоже промыть его, потому что внутри, скорее всего, там шлака, много грязи. Ну и фильтр нужно будет поставить, чтобы грязь туда не поступала. Ну, соответственно, это все тоже нужно будет почистить, вот, и обслужить. Поэтому. Так, ну что, будем начинать потихоньку. Барян, прораб, ну что, ну пойдем поработаем, пойдем, конечно, будем работать, да? От души, да? Красавела. Барян, ой, дай лапу, ай, как мы любим играться, да? В общем, Барян готов, Бимка готова, все готовы, сейчас мы начнем от души, да? Красавела, погнали, будет интересно, как всегда.
Так, ну что у нас? Все прекрасно, все залито, все отлично. Отлично, теперь пусть сохнет. До завтра. Завтра уже можно будет здесь ходить. Единственное, надо будет дверь закрыть. А то сейчас Барян и Бимка здесь наделают делов. Это просто запросто. Вот так все это уже аккуратненько начинает выглядеть. Все отлично. Все эстетично. Вот, все здорово. Что у нас дальше? Дальше, не знаю, сейчас там под навесом бардак такой. Надо чуток прибраться, наверное, надо будет. И вот этот корпус от котла, наверное, будет почистить, зачистить. Сам котел промыть. Вот. Либо я перейду сюда. Вот, посмотрим. Либо здесь буду заниматься, либо туда пойду. Но здесь что нам нужно? Здесь нужно нам улаживать пеноплекс. Пеноплекс, но до конца, опять же, я его не доложу. Потому что здесь мне нужно будет стыковать и переходить. Потому что уровень здесь чуток ниже. Вот, чуток ниже. Тут даже планировал двойной слой сделать пеноплекса. Вот. Посмотрим, как пойдет. В общем, говорится, работа есть, и это хорошо. Так что мы продолжим. Так, я уже переоделся. Хорошая новость. Продавец позвонил, у кого мы заказывали плитку. Вроде плитка вся пришла. Ну, не вроде, точно. Сейчас он машину ищет и будет нам ее отправлять. Мне нужно будет поехать снять денежку. Вот. Если успею, то приду, и надо будет еще место подготовить, куда ее нужно будет сложить. И обязательно нужно будет плитку проверить, особенно 120 на 60, потому что она не дешевая. Кстати, той коллекции не было, которая мы до этого показывали, потому что ее не было на складе. Вроде Москва там разбирает, и уже прошел там 3-я неделя, 4-я, месяц доходит. В общем, мы сказали, найдите нам подходящее что-то. Ну, той же коллекции Лапарет нам нашли, но более светлая. Ну, светлее тон. Ну, в принципе, нормально, хорошая, нам понравилась. В общем, мы вам все покажем. Если успеет плитка прийти до того времени, как я уже начну монтировать ролик. Вот. И нужно будет по ту плитку. Вторая тоже Лапарет. Это что будет на кухню, гостиную, в коридоре и гардеробная. Это вся плитка, которая пойдет. Под нее тоже нужно будет место подготовить, куда это все сложить. Надо подумать, потому что там объем не маленький объем. Вот. И все нужно это разгружать. В общем, о чем речь, что говорить, я погнал, приеду, если что там еще сделаю, посмотрю, что успею, вот, что нет, ну, как-то так будет. В общем, мы погнали. Что, а? Что натворила? Кто там бегал? А? Кто бегал? Негодяйка. Так, пеноплекс кинул, посмотрим под плитку. Это 60 на 120. Лежа боюсь ее ложить, не знаю, пока может боком буду. Но приедет сейчас, посмотрим, как лучше получится. Потому что ее там немало. Получается, на ванну только около тонны плитки. И на всю эту оставшуюся тоже там прилично, наверное, 1,5-2. В общей сложности надо будет перелопатить. Перенести. Так, здесь эти мешки, все некрасивое. Да. Ты здесь по дурку куда пошла? Я тебе сейчас, знаешь, что сделал? А ну все. Что я ее ругаю? А ничего. Вот, смотрите. Красавица наша. Устроила. На память, на всю жизнь осталось теперь. А иди сюда. Сюда иди. Иди сюда. Кто это сделал? А? Кто там ходил? А? Это что такое? А? Так будешь делать еще? А? Что? Сейчас будешь работать. Так, в общем, я же говорю, надо навести порядок. Здесь прям полный беспорядок. Посмотрите, что творится. Опять просто все захламлено. В общем, мы погнали, пока время есть. Вот, потому что скоро уже, я думаю, плитку туда-сюда привезу. Да? Погнали? Погнали, собака. Погнали.
негодяйка, а? Топтунья. А? Топтунья. Так, что у нас? Немного прибрались. Кучка чуток уже подрастает. С краю здесь мешками вот так выложу. Вот. Та уже не будет просыпаться, убегать. Но я думаю, еще чуток и все, и уже на этом закончим. Уже потом куда-нибудь ее будем определять. Вот. И здесь так чуток порядок уже нормально пойдет. Что? Пойдет, а то тут черт ногу сломит вообще просто хана. Уже можно подойти спокойно. Что нужно взять, что не нужно брать. В общем, пока так, потом, конечно же, это все, соответственно, вообще все под ноль убирать и все облагораживать, более-менее нормально делать. Ну, вот так уже нормально. Так, по котлу я уже сказал, надо будет обслужить, промыть его, почистить все. Автоматику поменять, новую. И это здесь цемент под одеялом, вот, чтобы не сырел. Хотя еще туда-сюда уже выработаем. Кто это сделал? А? А? Хорошо, она здесь гребстись не начала, да? Сюда она обычно бегала и вот сюда под дверь вылазила, там, если свободно было. Куда ты идешь опять? Ну там прям хорошо она тут нашлепала. Чик-дик-дик-дик-дик. Ну, Бимка, ну даешь, ну ты даешь. Ну вообще. В общем, как-то так. Что-то прям похолодало. Ну, погода вообще хорошая, самая работает. Баклажанчиков сколько надо их уже собрать. Собрать надо будет уже вон сколько их. Да, уже надо сказать. Вот, да, надо собирать. Они бедные аж повалились. И затушить будет вообще прям вкуснятина. О, все, помидоров уже нет практически, там мелкие, я же говорю, все собрал. А гусеницы последние уже добили все. Это молодняк, я уже говорил, растет. Вот он. Кстати, вот он первый. Ну, не знаю, как будет погода. Ну, а так еще вот есть такие висят особи. Вот что-то это прям вообще вымахало. Нереально. Вон висят, вон еще. Ну, пойдет, хватит. Как говорится, этот год покормил нормально. Куда идешь? Опять кусты грызть, а? А? Что это такое? А? Все, ты обедать будешь? Надо пообедать, подкрепиться. Вот, ну и ждем. Пока начну видос обрабатывать. И вот этот, наверное, сегодня я его, наверное, съем. Хотя не знаю, дозрел, не дозрел. Куда ты лезешь? Нельзя. По-моему, он уже готовченко. Там еще крупный лежит. Еще один растет. Фух, Бимка. Так, ладно. Всем приятного аппетита. Кушайте. Вот. Если успеет машина прийти, то покажу плитку. Если нет, то уже на этом мы закончим. Там кое-что поговорим и будем прощаться. Память о большом переезде. Фух. А на пачке по 2 идет, видишь? Угу. Ну он же говорил, что в пачке 2. У меня такое ощущение, что 2 выпустят. Сейчас посмотрим. Я буду долго помнить.
Если честно, если бы я знал бы, я вообще бы не работал бы. Не заливал стяжку, ничего. Сегодня у меня ночь будет прям вообще. Разгрузили. Ну, потому что тут немало, считай. Одна упаковка 50 килограмм. Их здесь 18, то бишь 17, к сожалению. Одна была лоб. Хотя упаковали классно, прям в этом, в палете. Сюда четко там. Каждая, это, с уголочками все вставлено, все это. Но в середке где-то вот так трещина. Хорошо она вот здесь была, да? Не вот здесь где-то. Ну мы не ставим, ну все проверять это нереально просто. Я уже, честно, да, вот, к примеру, ну эти ладно, даже где-то если будет лопнуто, да, тонкая, на подрезку там много, да, вот. А это вот так вдоль было, вот так, шик, лопнутый наш керамогранит. Конечно, чуть обидно. Отправили на замену. Не знаю, когда поменяют. Вот. И здесь 70, да? Квадратов. Давай закежем, да? Ага. Так. Вот уже открытая, да? Открытая. В общем, это все лапарет. Лапарет. Ай, красота. Ты вот так положи, чтобы мне видно было. Так. Она же разная, тонная, да? И вообще, ё-моё. А дерево вообще, да, ух ты, это вообще красотка. Это вообще красота. Вообще, еще хочу достать, а? Сейчас на весь двор выложим, да? Смотри, и они все разные, да? Да? Смотри, вот до сих пор нету запаха. Это же очень хороший, правда? Зай, может, хватит или ты? Сейчас, подожди, я только ворвался. Чтобы потом не говорили, да? Что это? Ну вот уже похожая пошла, да? Или не? Да. Получается 1, 2, 3, 4, 5. 5. И здесь 1, 2. Ну все равно нормально. Ее вообще надо вот ложить, да? Один в один, да? Ну чё, как? А? Не знаю, видно хорошо или нет. Четко вообще. Четко. Зачетная, да? А? По-моему, вообще будет шикардосно, да? Оно на свету вообще такая, да? Прям тут дерево, знаешь, не обработанное, да? Классно. Ты устал, видно. Сейчас мне это еще переносить надо куда-то. Не, ну давай вечером Вот что-то. тонна вот этой 60, и вот здесь, наверное, не знаю, тонны 1,5-2, наверное. 3. Клево, да? Что, вот это откроем? Да, конечно. Сейчас я ножик принесу. Я ее осторожно надо, да? А на пеноплекс положим? Наверное, я положу, а потом открою, да? Ну, конечно. То мало ли. Блин, та плитка так лежит с краю, Зай. Какая? Вот это вот. В смысле? Да ее не жалко. А вот если вот здесь что-то бубухнет, да? Это будет жалко. Потому что где-то 1000 рублей выходит, наверное, да? Угу. Демка, ну что ты, не будешь смотреть? Инструкция по укладке. Внимание, перед укладкой внимательно проверьте внешний вид плиток. Я уже говорил, что того не было цвета. Был только 60, да? Угу. И мы взяли светлее. Светлее. Что такая бумажечка? Я что-то прям волнуюсь, а? Забыл. Аж страшно, да, брать такую? Что, не дай бог, не разбилась. Не поцарапать будет. Края бы там. О, красота. Зай, может, ты переверни? Положить? А как? Господи, как я ее уложить буду. Так. Подожди. О. Тихо. Аккуратненько. В общем, чуть-чуть посветлее, но в принципе неплохо, мне кажется, да? А? Ну, они разные тоже Как там. тебе? Красотка. Тебе как? Вам как? Классно. М?
Улет, да? 120 это улет. Улет только надо хорошо положить. Будет вообще круто. О, давай присоски сейчас принесу, подожди. Проверим. Страшно что-то. Так, Мне так страшно, господи, боже мой. точно и держится. Федь, не надо так трясти. Мамочка, нет, так нет, нет, берем? нет, все, положи. Нет, лучше положи, положи. Мне страшно, Я вам скажу, положи. она весит 25 килограмм одна. Мамочка, господи, боже мой. Все нормально, они же держат. Боже мой, Подожди, давай положим. я боюсь. Тихо, Аня. Ты боишься? Я думаю, что не боишься. Тихо, убери пальцы. Мама. Клевая, конечно, вообще. О! Так, все, ложим. Не знаю, это все, что у нас дожди еще вот пошли. Она тоже, видишь, где-то глазурированный керамогранит. Глазок. Светло-бежевый. Че, давай? Глазурированный. Да что ж тут? Все отлично. Осталось только положить ее. И все, и будет красота. Осталось дело за малым, да? Да. Не говори. Боже, как мне страшно, когда ты так бьешь. Как ты будешь ложить, я не представляю. Мы будем всем миром ложить. Все соберемся и будем ложить ее. Позовем кого-нибудь, кто умеет хорошо ложить. И что, положим? Фух. Ты уверен Не, в своих по-моему, силах? Ну, да, я прикину. Как у нас? Если дома вшить нормально будет, красиво будет смотреться. Нет, Зай, давай положим лучше. Мне так страшно. Ну, значит, да будет, куда он кинется? А вот а без них как вот, представляешь? Да не представляю, положи, потом Как разговаривай. вот без них, да, вот поднимать там эту. Нет, ну, наверное, надо же наоборот было положить, да, Зай? А, да. Все прям так. Аппарат. Так, ну что, друзья, вы все видели. Пришел наш очередной материал. Это напольное покрытие в нашу ванну керамогранит. И на кухню, получается, на коридор, гардеробную и прихожую. Это будет, вот вы видели, плитка под дерево. Она везде будет там лежать. На самом деле, больше всего мне почему-то она прям понравилась. Керамогранит, конечно, красивый, он четкий прям вообще. Когда это все уложится, положится, конечно, все поставим, все заиграет совсем по-другому. Вот, ну прям вот, не знаю, вот это под дерево плитка, прям что-то вообще, прям, особенно разносортная она. Не то, что разносортная, разный рисунок у нее, и когда это все положится, будет вообще прям круто. И прям впритык, когда ложишь, вообще прям надо делать один к одному, знаете, без зазора, тогда смотрится просто идеально, прям вообще здоровски. Не знаю, как вам, вы сами напишите свое мнение. Не спорю, все красивое, но мое предпочтение, конечно же, вот второе, это напольной плитки. Оно прям вообще, мне кажется, нереально крутое. Фу, в общем, хорошо поработали, разгрузились от души прямо. Вот, переноску всего материала, это вы уже увидите в следующем видео, потому что я, если честно, даже я не знаю, куда мне это все ложить. Вот. Чтобы потом мне не переносить с места на место. Заносить в дом, забивать сейчас какую-то комнату определенную, ну не знаю, стоит ли это делать, потом как бы с нее опять все выносить. Хотя, по сути, можно занести, я думаю, даже в спальню эту положить. В принципе, здесь плитка улаживаться не будет, здесь будет ламинат. И отсюда, в принципе, на кухню ее брать. Тот же керамогранит большой на ванну санузел. Как раз я там залью
гардеробную, и потом ее, скорее всего, туда уже перенесу. Просто пока нужно убрать. Во-первых, сейчас дожди пошли, чтобы под дождями все это не стояло. Понятно, что плитки ничего не будет, да. Но упаковка потом станет дряблая, рассыпется, это все будет рухлядь, да, такая. Конечно, чуток обидно, что плитка лопнула, не одна, а их две. Он говорит, может, возьмешь на подрезки. Я говорю, ну какие подрезки, вы о чем говорите там? А она идет, поставляется вот только от такой коробочки, их там 2 штуки, да. Я говорю, нет, все забирайте, меняйте, это, никаких подрезок. Ладно, если бы вот эта плоская, тонкая, да, плитка, которая у нас вторая, да, я бы даже ничего не сказал, я говорю, ну и лопнула, и кто, что там из одной плитки, там реально на подрезке куда-то пойдет, а это, извините, нет, на подрезке так она не уйдет, потому что она вдоль лопнула. Ладно, если еще поперек, еще куда ни шло, я, может быть, глаза закрыл бы, да, еще сказал бы, как-то навстречу пошел, но здесь нет, не вариант вообще, ни на какие не подрезки, ее просто выкинем и все. Вот, поэтому поменять, не знаю, сами они привезут или мы к ним поедем, потому что это уже потом, знаете, когда деньги все любят, да, вот, а когда что-то, какие-то возвраты делать, тогда что-то, ну, не все охотно соглашаются, поэтому, ну, здесь вины никакой нету, здесь, я не знаю, как повредили, скорее всего, кто грузил, хотя она в палете пришла, они в палетах все забыли загружены, вот. И в середке, прям в середке лопнуло. Видимо, когда загружали, вот эти палеты утрамбовывали, видимо, где-то кто-то, может быть, ударил, даже с тех рабочих, которые грузил это на тех складах, да, и просто потом также заложили и сказали, ай, да ладно, и что я ее буду там доставать. Не знаю, ну ни на кого не буду говорить, ничего не грешить, и главное, что навстречу пошли, сказали, что поменять, да, и я надеюсь, что в ближайшее время все это сделают. Вот, и к этому времени мы уже, наверное, закончим там с теплыми полами и потихоньку перейдем в санузел. Вот. Соответственно, мне нужно будет сделать инсталляцию, зашить все гипсокартоном, все подготовить. Вот. Кое-где светильники мы поменяли, там немного дизайн, возможно, вштробить нужно будет провод. В общем, нужно это все учесть. Вот. И все это сделать. Сегодня было как-то так, было неплохо, хорошо. Мы поработали, немного убрались, и приехал товар. Вот. У нас настроение поднялось. Возможно, завтра вы все начинаете писать, Федь, усталый, отдохни. Ребят, я все понимаю, да, возможно, нужно отдохнуть, но чуток попозже. А вот, если мы выберемся, возможно, мы поедем в город, Пятигорск, за обоями, там, плинтуса посмотрим, кое-что, светильники и сюда настенные, и потолочные. Посмотрим, возможно, мы поедем завтра, но это не факт, может и не поедем. Вот, если поедем, соответственно, отдохнем и вам тоже кое-что покажем. Хочется просто, чтобы до морозов, хотя морозы, конечно, ну, у нас не скоро, но мало ли, бывает, погода резко изменилась, морозы ударили и все, у меня ни отопление, ничего не готово. Поэтому хотя бы эту часть доделать, все мне полностью упаковать, все мое отопление, все, чтобы я включила, ну все работало. Уже, по крайней мере, теплые полы, они грели спокойно, и здесь у меня никто не мерз, мы как бы комфортно работали в этих условиях. Поэтому это уже доделать, а уже отделочные работы, ну уже потихоньку как-нибудь. Потихоньку так пойдем, потихоньку санузел сделаем, там то-то, то-то, и уже будем, конечно, больше отдыхать, потому что такая основная тяжелая работа, она уже будет закончена. Я же говорю, это вот пол останется залить и санузел, да, а все вот это шпаклевать, ну я не думаю, что это прям такая сложная работа. Да, она есть своя сложность, но уже не такая тяжелая работа, я думаю. Вот, и не такая объемная, потому что все громадные объемы мы уже практически сделали, завершили. Так, все, наверное, на этом будем заканчивать. Мои дорогие, мои хорошие, спасибо вам, что остаетесь со мной, что смотрите нас. В последнее время вы нас прям активно поддерживаете, прям от всей души, прям, ну, я не на радость. Ну и как всегда я хочу спросить, кто красавчик? Вы, конечно, красавчики, мои красавицы. Вот, я от всей души благодарю за все, за хорошие советы, за доброе слово, за эту поддержку. Поддержка, она просто грандиозная, она здоровская, я уверен. Вот, и постараюсь я вам, конечно же, вам отдавать тем же хорошим, добрым, теплым, родным таким, да, чтобы я всегда улыбала, чтобы вы улыбались, как говорится, от улыбки станет всем светлее, да. И начнем мы петь эту прекрасную песню, и польется, как говорится, у нас песня
Вот, а с ней хорошее настроение. Так, пусть все у вас, мои дорогие, будет хорошо. Здоровья вам, счастья, любви, удачи. Как всегда, мы надолго не прощаемся. Скоро мы с вами обязательно увидимся. Всем счастливо, всем пока. Берегите себя, мои дорогие.